Дело легло мне на стол 11 октября 2019 года. Обычный серый скоросшиватель с лаконичной надписью на обложке. Для большинства обывателей и даже для некоторых моих коллег из районного отдела это был очередной рядовой материал на потеряшку. Мол, молодая девчонка, 27 лет, уехала продавать свою машину и решила немного отдохнуть от быта, выключив телефон. Но я слишком давно топчу эту землю и слишком хорошо знаю повадки двуногих хищников, чтобы верить в такие глупости. Люди не исчезают просто так. Особенно, когда у них за спиной остаются обязательства, которые держат их крепче любых железных цепей. Я открыл папку и принялся вчитываться в первые листы. Из материалов следовало, что пропавшая – Ксения Андреевна Катаргина. Вся ее жизнь была разложена передо мной на нескольких страницах. Работала менеджером в крупной компании. Воспитывала 9-летнюю дочь. Девочка на момент исчезновения матери жила у бабушки с дедушкой в Каменске-Уральском. Сама Ксения Андреевна Катаргина недавно сделала серьезный шаг. Взяла квартиру в ипотеку в Верхней Пышне. Чтобы закрыть часть долга перед банком и сделать хотя бы скромный ремонт, она выставила на продажу свой кроссовер – белую Audi Q5. Рыночная стоимость машины составляла более 1,5 миллиона рублей. Мой внутренний хищник сразу почуял след. 27 лет. Ребенок. Огромный долг по ипотеке и дорогая машина, которую нужно срочно продать. Такие люди не бросают все ради спонтанного отпуска. Они не выключают телефона посреди рабочей недели и не уезжают в неизвестном направлении, оставив близких сходить с ума от неизвестности. Здесь явно пахло чужой, злой волей. Я вызвал к себе в кабинет капитана Олега Баранова, одного из самых цепких оперов в нашем отделе. У него был такой же тяжелый, цепкий взгляд, как и у меня. Мы понимали друг друга без лишних слов. «Баранов, заходи, присаживайся». Я указал ему на стул напротив моего стола. «Что у нас по пропавшей Ксении Андреевне Катаргиной? Местные полицейские все еще надеются, что она загуляла?» Олег Баранов опустил голову, выражая глухое раздражение медлительностью районных коллег. Он положил передо мной распечатку телефонных звонков. «Нет, шеф. Они уже поняли, что дело пахнет керосином. Телефон Ксении Андреевны Катаргиной отключился вчера вечером, 10 октября, около 8 часов вечера. Последний раз сигнал был зафиксирован в районе Уралмаша, в частном секторе. Домой она так и не вернулась. На работе сегодня тоже не появилась, хотя у нее была запланирована важная встреча с клиентом. А машина? Я навалился грудью на стол, в упор глядя на оперативника. Где Audi Q5? Объявлено в розыск, но пока тишина. Камеры на выездах из города еще проверяем. Я взял в руки распечатку звонков. Мои глаза выцепили один номер, который повторялся несколько раз за последние сутки перед исчезновением. Звонки поступали с дешевого одноразового мобильного телефона, купленного на какого-то бездомного. «Кто звонил с этого номера?» – спросил я, постукивая пальцем по бумаге. «Женщина», – ответил Олег Баранов, сжав челюсти от злости. Мы переговорили с подругой Ксении Андреевны Катаргиной, с которой та делилась деталями продажи. Звонившая представилась покупательницей. Сказала, что ее зовут Екатерина. Якобы она беременна, страдает от жуткого токсикоза и не может самостоятельно приехать в центр города для осмотра машины. Она слезно просила Ксению Андреевну Катаргину пригнать Audi Q5 к ней, в район Уралмаша, чтобы показать ее мужу. Я откинулся на спинку стула. В голове тут же сложилась логическая цепочка, от которой повеяло могильным холодом. Беременная покупательница. Токсикоз. Частный сектор на окраине промышленного района. Это был классический, дешевый, но эффективный капкан. Преступники четко просчитали психологию жертвы. Молодая женщина, которая сама воспитывает ребенка, гарантированно проявит сочувствие другой беременной женщине. Она не почует опасности от такого звонка. Она решит, что это самый безопасный вариант сделки. «Это мясо, Олег», – тихо произнес я, чувствуя, как внутри закипает холодное бешенство. Никакой беременной покупательницы там не было.
Точнее, женщина-то, может, и была, но использовали ее исключительно как приманку. Кто станет покупать дорогую немецкую машину за 1,5 миллиона рублей, выманивая продавца в темные переулки частного сектора? Для таких сделок выбирают людные места. Парковки торговых центров, территории около отделов полиции или официальные автосервисы. А тут глухие дворы Уралмаша. Ксению Андреевну Катаргину вели сознательно. Заманили в ловушку, где ее уже ждали. Олег Баранов молча сжал кулаки. Он понимал, что мои выводы безупречны. «Выезжаем на место последнего сигнала телефона», – скомандовал я, поднимаясь из-за стола. «Бери эксперта Юрия Коваля и опергруппу. Мы должны перевернуть там каждый камень». Через 40 минут наша машина уже петляла по узким улицам частного сектора Уралмаша. Погода была отвратительной. 10 и 11 дни октября принесли в Екатеринбург холодный мелкий дождь вперемешку со снегом. Под ногами хлюпала грязная каша. Серое свинцовое небо давило на крыши одноэтажных деревянных домов и глухих кирпичных заборов. Вокруг стояла гнетущая, неестественная тишина, которую прерывал лишь шорох шин нашего автомобиля по раскисшей колее. Мы вышли из машины около одного из заброшенных пустырей. Здесь, судя по данным сотового оператора, телефон Ксении Андреевны Катаргиной испустил свой последний сигнал перед тем, как окончательно замолкнуть. Запах мокрой древесины, прелой травы и сырой земли забивал ноздри. Криминалист Юрий Коваль, высокий мужчина в темном непромокаемом комбинезоне, достал свой чемодан и принялся осматривать обочину дороги. Его движения были неторопливыми, но предельно точными. Каждый шаг, как у сапера на минном поле. Мы с Олегом Барановым стояли рядом, осматривая окрестности. Вокруг не было ни одной живой души. Лишь изредка за заборами глухо и лениво тявкали собаки, словно тоже чувствовали присутствие смерти. «Шеф, иди сюда», – негромко позвал Юрий Коваль. Я подошел и присел на корточки рядом с ним. На пожухлой примятой траве у самого края грунтовой дороги виднелись едва заметные темные пятна. Они уже успели смешаться с грязью и дождевой водой, но для опытного глаза их природа была очевидна. «Биологические следы», – сухо констатировал криминалист, аккуратно срезая образцы травы специальным пинцетом и убирая их в стерильный пакет. «Похоже на кровь. И вот еще что». Юрий Коваль указал осветителем на глубокую колею в грязи. Здесь резко разворачивался тяжелый автомобиль. Протектор четко соответствует шинам Audi Q5. И еще один момент. Земля здесь сильно взрыта, словно кто-то волок что-то тяжелое к машине или от нее. Есть следы борьбы. Нашли пластиковый хомут обрезанный. Такие обычно используют для стяжки кабелей или для фиксации рук. Я поднялся во весь рост. Картина преступления прояснялась с каждым часом, и эта картина мне очень не нравилась. Ксению Андреевну Катаргину прижали прямо здесь. Она приехала показать машину, вышла из салона, и тогда на нее напали. Связали руки пластиковым хомутом. Но зачем увозить ее? Если бы им нужна была только машина, ее могли просто выкинуть на обочину. Но тела здесь нет. Это значило одно. Налетчики не хотели оставлять свидетелей, способных описать их лица и дать четкие ориентировки по горячим следам. Они забрали Ксению Андреевну Катаргину с собой, чтобы спрятать ее в таком месте, где ее не найдут еще очень долго. А может быть, надеялись выиграть время для продажи кроссовера. «Баранов!» – крикнул я оперативнику. «Срочно связывайся с ребятами из отдела видеонаблюдения. Пусть поднимают все архивы с камер системы фиксации нарушений. Мне нужно знать, где белая Audi Q5 с номерами Ксении Андреевны Катаргиной пересекала перекрестки после 8 вечера 10 октября. Быстрее!» Олег Баранов немедленно приложил телефон к уху. В его голосе звучали те самые жесткие приказные интонации, которые появляются у оперативников, когда они чуют запах добычи. Мы вернулись в отдел уже затемно. Грязь на моих ботинках подсохла, превратившись в серую корку, но я даже не обратил на это внимания. Вся моя концентрация была направлена на анализ поступающей информации.
Наш рабочий кабинет превратился в штаб охоты. На стене уже висела карта города, на которой маркером были отмечены ключевые точки движения автомобиля. Около 10 часов вечера в кабинет буквально влетел Олег Баранов. В руках у него были распечатки с камер видеонаблюдения на выезде из города. «Есть зацепка, шеф», – тяжело выдохнул он, положив бумаги на мой стол. Audi Q5, принадлежащая Ксении Андреевне Катаргиной, пересекла границу Свердловской области 10 октября в 11 часов вечера. Она ушла по направлению к Челябинску. Я тут же впился взглядом в распечатанные снимки с камер фиксации. Изображение было зернистым, но силуэты читались вполне отчетливо. На водительском сиденье белого кроссовера сидел мужчина. Лицо его было скрыто козырьком глубокой кепки, но было ясно, что это точно не Ксения Андреевна Катаргина. На пассажирском сиденье также угадывался смутный силуэт второго человека. Они угнали машину и сразу погнали ее в соседний регион, констатировал я, чувствуя, как холодная ярость сжимает мои виски. Челябинск – крупный узел. Там Audi Q5 растворить гораздо проще, особенно если есть свои люди среди перекупщиков или на авторазборах. Преступники действуют быстро и нагло. Это не спонтанная кража ради забавы. Это работа слаженной группы. У них был четкий план. Выманить жертву, забрать машину, избавиться от владелицы и немедленно вывезет товар на продажу в другой регион, пока полиция только раскачивается с регистрацией заявления. «Что делаем дальше, шеф?» – спросил Олег Баранов, готовый в ту же секунду сорваться с места. «Связывайся с челябинскими коллегами. Передавай им все ориентировки на белую Audi Q5 Ксении Андреевны Катаргиной. Пусть трясут всех местных перекупщиков, авторынки и авторазборы. Если наши волки решили сбыть такую заметную машину быстро, они неизбежно наследят. За такую цену никто не станет покупать кроссовер без документов у случайных людей, если только покупатель сам не замешан в криминале. Перекупщики – народ хитрый. Они свою шкуру берегут. Как только почуют, что за машиной тянется мокрый след, они сами прибегут к нам, лишь бы не пойти соучастниками. Я подошел к окну своего кабинета. За стеклом шумел ночной Екатеринбург. Дождь продолжал хлестать по подоконнику, смывая последние следы золотой осени. Где-то там, в темноте, лежала молодая женщина, ставшая жертвой безжалостных тварей, для которых человеческая жизнь стоила не дороже подержанного куска немецкого железа. Но они совершили свою главную ошибку. Они наследили на моей территории. И теперь я сделаю все, чтобы загнать эту стаю в угол и заставить ответить за каждый их шаг. «Готовь машину, Олег», – не оборачиваясь, произнес я. «Завтра рано утром мы выезжаем в Челябинск». Охота началась. Я повернулся к столу, собрал материалы дела в папку и аккуратно завязал тесемки. Впереди нас ждала долгая, тяжелая психологическая дуэль, и я должен был быть к ней полностью готов. Дорога до Челябинска заняла около 3 часов. За окном служебного автомобиля проносился унылый осенний пейзаж. Желтые березы, грязные обочины и длинная вереница серых фур, тяжело взбирающихся на Уральские перевалы. Мы с Олегом Барановым ехали молча. Каждый из нас крутил в голове детали дела. В таких расследованиях время – самый ценный ресурс. Если преступники успеют сбыть кроссовер и разбежаться по необъятным просторам страны, искать их придется годами. Челябинские коллеги встретили нас оперативно. Местный отдел уголовного розыска уже стоял на ушах. Они понимали, что белая Audi Q5 с екатеринбургскими номерами – это горячая улика, которая жжет руки любому, кто к ней прикоснется. Прорыв случился во второй половине дня 12 октября 2019 года. Наш временный штаб в Челябинске взорвался телефонным звонком. Дежурный сообщил, что в полицию обратились 2 местных автоперекупщиков. Они принесли документы и видеозапись с камер своего офиса. Через 20 минут перекупщики уже сидели в моем кабинете. Один из них, плотный мужчина по фамилии Кошкин, нервно перебирал пальцами кожаную кепку. На его лице читался отчетливый, нескрываемый страх. Он понимал, что вляпался по самую макушку. «Мы не знали, начальник, клянусь, не знали.
быстро заговорил Кошкин, преданно глядя мне в глаза. Пришли люди, пригнали отличный кроссовер. Сказали, что срочно нужны деньги. Документы все в порядке, паспорт хозяйки на руках. Девушка была очень похожа на фото. Мы и оформили сделку. Заплатили им наличными 350 тысяч рублей, остальное должны были отдать после проверки по базам. А сегодня утром открываем интернет, а там везде ее лицо. Пропала Ксения Андреевна Катаргина. Розыск. Мы сразу все бросили и к вам. Я смотрел на него своим тяжелым, цепким взглядом, заставляя перекупщика буквально вжиматься в стул. Я презирал таких деятелей. Они всегда готовы закрыть глаза на любые сомнительные детали, если пахнет легкой наживой. Купить почти новую Audi Q5 за долю от ее реальной стоимости – для них это обычный бизнес. И только страх перед уголовным преследованием за соучастие в убийстве заставил их вспомнить о гражданском долге. «Договор купли-продажи на стол», – сухо приказал я. «И видеозапись». Олег Баранов быстро забрал у Кошкина флеш-карту и вставил ее в ноутбук. Экран осветил наши лица бледным сиянием. Мы начали просматривать запись сделки, сделанную 11 октября. На видео четко просматривались 3 фигуры, зашедшие в офис перекупщиков. Впереди шла женщина. Она куталась в длинное пальто, скрывающее фигуру, но по ее походке и характерным движениям было заметно, что она беременна. Она держала в руках паспорт на имя Ксении Андреевны Катаргиной и уверенно ставила подписи в документах. Но лицо ее, попавшее в объектив камеры с высоким разрешением, принадлежало другой женщине. Более грубые черты, дешевая косметика, затравленный взгляд. «Это Екатерина Меньшикова», – тихо произнес стоявший рядом челябинский опер, сверяя лицо на экране со своей базой данных. «Известная особа. Ранее уже попадала в поле нашего зрения. Участвовала в похищении и истязании собственной матери ради денег. Редкая тварь». За спиной Екатерины Меньшиковой маячили 2 мужчин. Мой взгляд тут же выцепил лидера группы. Высокий, плотного телосложения, с холодными, абсолютно пустыми глазами рептилии. Он стоял чуть позади, контролируя каждое движение женщины и перекупщиков. По его позе, потому как он держал руки в карманах куртки, было видно, что этот человек готов к немедленному насилию. «Это Михаил Федорович», – челябинский оперативник вывел на соседний монитор досье. «Сожитель Екатерины Меньшиковой. Очень жесткий персонаж. Имеет судимости за грабежи и разбои. Настоящий отморозок». Третий соучастник выглядел совсем иначе. Он постоянно дергался, озирался по сторонам, вытирал пот со лба. Его руки заметно дрожали, когда он помогал пересчитывать деньги. «Марат Ахметвалиев», – продолжил оперативник. «Бывший таксист. Весь в долгах, микрозаймы задушили. Похоже, пошел на дело от безысходности, поддавшись влиянию Михаила Федоровича». Картинка сложилась окончательно. У нас была банда из 3 человек. Доминантный, безжалостный вожак Михаил Федорович, его циничная сожительница Екатерина Меньшикова, согласная на любую грязь ради денег, и трусливый должник Марат Ахметвалиев, готовый исполнять любые приказы из-за страха перед кредиторами. Они разыграли этот спектакль как по нотам. «Олег», – я повернулся к Баранову, – «срочно объявляй план перехвата по всем адресам, где могут появиться эти 3. Привлечь челябинский СОБР. Брать жестко. Они знают, что совершили тяжкое преступление. Терять им особо нечего. Михаил Федорович наверняка вооружен». «Сделаем, шеф». Олег Баранов выразил согласие сухим сжатием челюстей и немедленно вышел из кабинета, на ходу набирая номер командира спецподразделения. Задержание произошло через 3 часа на одной из съемных квартир в спальном районе Челябинска. Операция прошла молниеносно, в лучших традициях нашей работы. Спецназ выбил железную дверь штурмовым таранным ударом. Михаил Федорович попытался потянуться к ножу, лежавшему на столе. Но оперативники тут же уложили его лицом в пол, зафиксировав руки стальными браслетами. Екатерина Меньшикова забилась в угол дивана, прикрывая руками живот и истошно крича о своей беременности. Марат Ахметвалиев даже не пытался сопротивляться. Он просто сполз по стене на пол, закрыв лицо руками и тихо скуля.
Всех троих немедленно доставили в отдел. Настало время моей любимой части работы – допроса. Это всегда психологическая дуэль, где побеждает тот, у кого крепче характер и острее ум. Преступники – существа трусливые по своей природе. Пока они в стае, они чувствуют себя сильными. Но стоит запереть каждого в отдельной бетонной коробке один на один со следователем, как вся их спесь сразу испаряется. Первым я решил ломать Марата Ахметвалиева. Он был самым слабым звеном в этой цепи. Долги, страх, трясущиеся руки – идеальная мишень для психологического давления. Я зашел в допросную, где на прикрученном к полу стуле сидел Ахметвалиев. Он был бледным, под глазами залегли темные круги. В кабинете стоял тяжелый запах дешевого табачного дыма и пота. Я сел напротив него, положил на стол толстую папку с материалами дела и долго, не мигая, смотрел ему прямо в глаза. Этот прием всегда работает безотказно. Подозреваемый начинает суетиться под моим пристальным взглядом, чувствуя себя жертвой перед прыжком хищника. «Ну что, Марат?» Тихо, почти ласково начал я. «Будем играть в молчанку или начнем спасать твою шкуру? У нас есть видеозапись из офиса перекупщиков, где ты четко зафиксирован в момент продажи белой Audi Q5. У нас есть твои биологические следы на месте нападения в частном секторе Уралмаша. Тебе светит статья 105, часть 2, пункт Ж Уголовного кодекса. Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. А это пожизненное лишение свободы. Ты готов сгнить в камере для смертников из-за того, что Михаил Федорович решил поиграть в крутого бандита?» Марат Ахметвалиев судорожно сглотнул, нервно потирая влажные ладони. «Я не убивал, начальник. Клянусь, я ее пальцем не тронул». Его голос сорвался на фальцет. «Это все Миша. Михаил Федорович. Он сказал, что мы просто заберем машину, что никто не пострадает. Я только за рулем сидел». «А руки кто ей связывал пластиковым хомутом?» Жестко прижал я его к стене доказательствами. «Кто помогал затаскивать тело?» «Твои подельники уже начинают говорить, Марат. Екатерина Меньшикова вовсю валит все на тебя и своего сожителя, надеясь получить снисхождение из-за беременности. Если ты заговоришь первым и покажешь, где тело Ксении Андреевны Каторгиной, у тебя появится шанс избежать пожизненного срока. Суд учтет активное сотрудничество со следствием». «Ну, где она?» Ахметвалиев закрыл глаза. По его щеке покатилась слеза. Он сломался быстрее, чем я ожидал. Трусость и эгоизм всегда побеждают воровскую солидарность. «Мы ехали обратно в Екатеринбург», — заговорил он дрожащим шепотом. «Миша сказал, что нужно избавиться от нее сразу, пока никто не поднял тревогу. Мы свернули в частный сектор на Уралмаше, туда, где глухие переулки. На улице Ташкентской есть заброшенные участки. Там, прямо посреди дороги, стоит канализационный колодец. Михаил Федорович приказал остановиться. Он сам все сделал. Я только крышку люка помогал сдвигать. Она там. Ксения там, в колодце». Я медленно поднялся со стула. Мое лицо оставалось холодным и непроницаемым, но внутри я торжествовал. Мы раскололи его. Первая важная победа в этом деле была одержана. «Зафиксируй его показания на видео, Олег», – распорядился я, выходя в коридор, где меня уже ждал Баранов. «И готовь конвой. Мы немедленно возвращаемся в Екатеринбург, на улицу Ташкентскую. Нужно поднять тело Ксении Андреевны Каторгиной, пока преступники не начали придумывать новые версии». Я накинул на плечи куртку, чувствуя, как внутри разгорается холодное бешенство. Мы взяли след этих волков. И теперь ничто не заставит меня отступить. Мы вернем имя погибшей девушки и заставим этих тварей ответить за каждый их шаг. Ночной Екатеринбург встретил нас колючим ледяным ветром. Дождь со снегом превратил дороги в сплошное грязное месиво. Мы ехали на Уралмаш, в глубину частного сектора, где среди заброшенных пустырей и покосившихся деревянных заборов затаилась смерть. Конвойный автомобиль с Маратом Ахметвалиевым шел впереди нашей колонны. За ним двигались машины оперативного сопровождения, эксперты
и спецтранспорт службы спасателей МЧС. Было около 3 часов ночи, 13 октября 2019 года, когда наши машины остановились на глухой окраине улицы Ташкентской. Вокруг высились мрачные силуэты старых одноэтажных бараков и недостроенных коттеджей. Освещение здесь практически отсутствовало. Лишь одинокий, раскачивающийся от порывов ветра желтый фонарь на углу перекрестка отбрасывал длинные, зловещие тени на грязную дорогу. Марата Ахметвалиева вывели из конвойного автомобиля. В свете фар он выглядел совсем ничтожным. На него надели теплую служебную куртку поверх его легкой одежды, но он все равно сильно дрожал. То ли от пронизывающего уральского холода, то ли от осознания того, что сейчас произойдет. «Показывай, где», — сухо приказал я, наступая на раскисшую землю тяжелыми ботинками. Ахметвалиев сделал несколько неверных шагов вперед по грязной колее. Его сопровождали 2 рослых конвоиров. Он остановился около неприметного места, прямо посреди грунтовой дороги, где по слоям осенней грязи и мокрых листьев угадывались очертания тяжелой чугунной крышки канализационного люка. «Вот здесь», – прошептал он, опустив голову и глядя себе под ноги. Михаил Федорович приказал остановиться именно тут. Здесь глухое место. Никто не ходит по ночам. Мы сдвинули крышку, а потом сбросили ее туда. Я посмотрел на крышку люка. На металле виднелись свежие царапины, которые не успели покрыться ржавчиной. Земля вокруг была сильно примята. Все сходилось. «Оцепить район», – распорядился я, повернувшись к Олегу Баранову. «Никого не подпускать. Журналистов и зевак держать как можно дальше». Олег Баранов выразил согласие сухим деловым жестом руки и немедленно принялся распределять оперативников по периметру. Спасатели из службы МЧС подошли с оборудованием. 2 крепких парней в плотной брезентовой форме с помощью ломов и специальных зацепов тяжело приподняли чугунную крышку. Раздался глухой металлический скрежет, от которого по спине побежали мурашки. Крышку оттащили в сторону. Из открывшегося круглого отверстия пахнуло сыростью, холодной ржавой водой и гнилью. Внутри колодца стояла абсолютная зловещая темнота. Юрий Коваль, наш бессменный криминалист, подошел к краю люка, держа в руках мощный прожектор. Он направил яркий луч белого света глубоко вниз, в бетонные недра канализационной системы. Я подошел и заглянул через его плечо. На глубине около 3 метров, среди скопившейся грязной дождевой воды, лежало тело. Оно было частично скрыто мусором и опавшими листьями. Но в свете прожектора отчетливо угадывались очертания светлой одежды и связанные сзади пластиковым хомутом руки. Это была Ксения Андреевна Каторгина. Тишина на пустыре стояла такая, что было слышно, как капли ледяного дождя со стуком разбиваются о металл наших автомобилей. Никто из присутствующих не произнес ни слова. Оперативники, видавшие виды на самых жестких вызовах, молча отворачивались в сторону, пряча глаза в воротники курток. Даже пронизывающий ветер, казалось, на мгновение затих, уважая покой той, чья жизнь оборвалась так трагично и бессмысленно. «Готовьте подъемное устройство», – тихо произнес я спасателям. Голос мой звучал абсолютно спокойно, хотя внутри все сжималось от холодного бешенства. Вся моя агрессивная натура требовала немедленной расправы над теми тварями, которые хладнокровно закопали молодую женщину в этот грязный колодец ради пачки денег. Один из спасателей, закрепив страховочные тросы и надев специальный защитный костюм с дыхательным аппаратом, медленно начал спускаться в узкую бетонную шахту колодца. Его движения были крайне осторожными. Колодец был узким, стены покрыты скользким налетом и ржавчиной. Каждое его движение отдавалось глухим эхом в глубине коллектора. Мы ждали наверху. Эти минуты тянулись невыносимо долго. Время застыло в этом холодном октябрьском воздухе. Я смотрел на Марата Ахметвалиева. Тот стоял, вжав голову в плечи, не смея поднять глаз на люк. Для него этот колодец теперь станет личными воротами в ад, откуда он не выйдет еще очень много лет. Его мелкая трусость и желание закрыть долги по микрозаймам привели его на эту грязную дорогу.
И теперь за это придется платить полную цену. «Тело зафиксировано», — раздался глухой голос спасателей из глубины колодца. «Поднимайте». Лебедка спецтранспорта тихо загудела. Металлический трос натянулся, медленно уходя вверх. Через минуту из темного отверстия люка на поверхность подняли тело Ксении Андреевны Каторгиной. Юрий Коваль со своими помощниками аккуратно перенесли погибшую на расстеленной на грязной траве плотный черный полиэтилен. Свет прожекторов выхватил детали ее одежды. Та самая светлая куртка, в которой она уехала из дома 10 октября. Темные брюки. Руки ее были туго стянуты за спиной черным пластиковым хомутом. На одежде в области груди виднелись множественные темные следы от колото-резанных ранений. Лицо Ксении Андреевны Каторгиной было бледным, почти прозрачным в этом мертвенно-белом свете фонарей. Я подошел ближе и присел рядом с телом. Профессиональный фильтр сработал сразу. Я отключил все эмоции, оставив только холодный, аналитический разум. Я фиксировал детали для протокола осмотра места происшествия. Поза естественная для падения с высоты. Следы борьбы на одежде отсутствуют, что говорит о том, что нападение в машине было внезапным, и у жертвы практически не было шансов на активное сопротивление. Наличие пластиковых хомутов на запястьях подтверждало версию о том, что Ксению Андреевну Каторгину сначала связали и лишили возможности двигаться. «Юрий, что скажешь навскидку?» – спросил я Коваля, не отрывая взгляда от связанных рук девушки. «Множественные колото-резанные повреждения в области грудной клетки», – сухо ответил криминалист, аккуратно фиксируя повреждения на фотокамеру. Каждый щелчок затвора звучал в ночной тишине, как выстрел. Также есть повреждения на бедрах. Похоже, били ножом быстро, остервенело. Точное количество ранений установит судебно-медицинская экспертиза в морге, но визуально не менее 14 ударов. Смерть наступила быстро, от острой кровопотери. Скорее всего, ее убили еще в автомобиле или непосредственно перед тем, как сбросить в колодец. Следов жизни в самом коллекторе нет. Она была мертва до того, как оказалась в воде. Я медленно поднялся. Картина произошедшего окончательно прояснилась в моей голове. Эти три зверя – Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев – спланировали все до мельчайших деталей. Беременная соучастница заманила Ксению Андреевну Каторгину на эту безлюдную окраину Уралмаша. Как только Ксения Андреевна Каторгина остановила свою белую Audi Q5, мужчины ворвались в салон. Использовали электрошокер, чтобы подавить волю и парализовать движение. Связали руки пластиковым хомутом. А потом Михаил Федорович нанес эти 14 страшных ножевых ранений. Расчетливо, удар за ударом, не оставив девушке ни единого шанса выжить. И все это ради того, чтобы забрать автомобиль и продать его перекупщикам за жалкие 350 тысяч рублей. Жизнь молодой, красивой 27-летней женщины, у которой осталась 9-летняя дочь, была оценена этими тварями в стоимость подержанного кроссовера. «Увозите тело в морг на экспертизу», – распорядился я, обращаясь к санитарам спецтранспорта. Ахметвалиева обратно в следственный изолятор. Пусть остынет и поймет, что его признание – это лишь первый шаг. Завтра начнем детально колоть Михаила Федоровича и Екатерину Меньшикову. Они должны выложить все до последнего слова. Санитары бережно уложили Ксению Андреевну Каторгину в специальный закрытый пакет и перенесли в машину. Мы стояли на грязной улице Ташкентской, провожая взглядом удаляющиеся красные габаритные огни. Дождь со снегом продолжал лениво падать на разрытую землю вокруг открытого люка, словно пытаясь смыть память о том кошмаре, который здесь разыгрался. «Поехали в отдел, шеф?» – тихо спросил Олег Баранов, подходя ко мне. Его лицо было бледным от холода, но взгляд оставался таким же жестким и сосредоточенным. «Поехали, Олег», – согласился я, садясь в машину. «Нам еще протокол осмотра составлять до утра. Спать будем потом, когда эти волки сядут за решетку на всю оставшуюся жизнь». Я закрыл дверь автомобиля. В салоне пахло дешевым освежителем воздуха с запахом хвои и мокрой кожаной обивкой. Мы возвращались в город,
где нас ждала долгая, изнурительная бумажная работа и новые, еще более тяжелые допросы. Охота на исполнителей завершилась. Теперь нужно было юридически безупречно доказать вину каждого из этой банды, чтобы ни один из них не смог уйти от заслуженного возмездия. Утро 14 октября 2019 года началось для меня в кабинете судебно-медицинской экспертизы. В этих стенах всегда пахло одинаково. Смесью формалина, хлорки и холодного железа. Этот запах въедается в кожу оперативников на всю жизнь. И никакой дорогой парфюм не способен его перебить. Для обычного человека это место – обитель ужаса. Но для меня это было просто очередное рабочее пространство, где мертвые свидетели безмолвно помогали мне изобличать живых убийц. Вскрытие подтвердило выводы Юрия Коваля. На теле Ксении Андреевны Катаргиной судебно-медицинский эксперт зафиксировал ровно 14 ножевых ранений. Удары наносились профессионально и жестоко. Большинство из них пришлось в область грудной клетки, повредив жизненно важные органы. Смерть наступила в течение нескольких минут после нападения. Перед смертью руки жертвы действительно были стянуты за спиной пластиковым хомутом. Теперь предстояла самая тяжелая, грязная, но юридически необходимая процедура – опознание. Для этой цели из Каменска-Уральского в Екатеринбург приехала бабушка Ксении Андреевны Катаргиной, Галина Ивановна. Ей было уже далеко за 60 лет. Это была пожилая, глубоко несчастная женщина с уставшими глазами и дрожащими руками, на которую в один миг обрушилось страшное горе. Я встретил ее в вестибюле нашего отдела. Мой внутренний психологический фильтр сразу переключился. С этой пожилой женщиной нельзя было вести себя как жесткий следователь-хищник. Здесь требовались уважение и строгая профессиональная забота. «Здравствуйте, Галина Ивановна», – тихо произнес я, подходя. «Позвольте, я помогу вам снять пальто. Пройдемте, пожалуйста, в мой кабинет». Я аккуратно взял ее под руку и довел до кабинета. Баранов уже приготовил для нее теплый чай. «Присядьте, пожалуйста, Галина Ивановна». Я пододвинул ей удобное мягкое кресло. «Выпейте немного чаю. Нам нужно будет заполнить несколько документов и провести одну юридическую процедуру. Я постараюсь сделать все как можно быстрее, чтобы не мучить вас лишними вопросами». Пожилая женщина выразила согласие медленным наклоном головы. Ее пальцы судорожно сжимали чашку с горячим чаем. «Скажите, пожалуйста», – осторожно начал я, – «Ксения Андреевна Катаргина всегда носила с собой какие-то особые украшения? Кольца, кулоны, цепочки?» «Да». Ее голос дрожал, срываясь на шепот. «У нее было золотое колечко. Тоненькое такое, с маленьким камушком. Ей мама дарила на 20-летие. И еще цепочка серебряная с крестиком. Она ее никогда не снимала». Я достал из сейфа прозрачный пластиковый пакет с вещественными доказательствами, изъятыми с тела во время предварительного осмотра в морге. Внутри лежали тонкое золотое кольцо и серебряная цепочка с крестиком. Металл был тщательно очищен от биологических следов, но сохранил бледный блеск. «Взгляните, пожалуйста, Галина Ивановна». Я аккуратно положил пакет на стол перед ней. «Это вещи Ксении Андреевны Катаргиной? Вы узнаете их?» Пожилая женщина вгляделась в пакет. Ее лицо сразу исказилось от боли, слезы покатились по морщинистым щекам. Она закрыла рот рукой, сдерживая глухой рыдающий стон. «Да, это ее. Ксюшина колечко. И крестик ее. Господи, за что же ее так? Она ведь никому зла не желала, девочка моя». Я молча ждал, давая ей возможность выплеснуть первую, самую острую волну горя. Олег Баранов стоял у окна, сжав кулаки до хруста в суставах. Мы оба презирали убийц, но в такие моменты наша ненависть к ним становилась кристально чистой и острой, как лезвие хирургического скальпеля. Чтобы избавить пожилую женщину от ужаса личного посещения морга и осмотра изувеченного тела, я решил провести опознание по детальным фотографиям лица и особых примет погибшей. Это допускалось законом и щадило психику родственников.
Я разложил на столе несколько качественных снимков, на которых лицо Ксении Андреевны Катаргиной было зафиксировано сбоку и спереди. Следы грязи были аккуратно удалены экспертами. Лицо выглядело спокойным. Она казалась просто спящей. «Галина Ивановна, посмотрите, пожалуйста, на эти фотографии», – вежливо попросил я. «Вы можете подтвердить, что на них изображена ваша внучка, Ксения Андреевна Катаргина?» Женщина, дрожащей рукой, взяла одну из фотографий. Она долго смотрела на снимок, гладя пальцем изображение лица своей внучки. «Да, это она. Ксения Андреевна Катаргина. Моя внученька. Она больше не вернется, да? Мы сделаем все, чтобы виновные получили максимальное наказание, Галина Ивановна», твердо произнес я, глядя ей прямо в глаза. «Я даю вам слово следователя. Убийцы уже задержаны. Они дают признательные показания. Ни один из них не уйдет от ответа». После того, как все протоколы были подписаны, Олег Баранов бережно проводил Галину Ивановну до машины, которая должна была отвезти ее обратно в Каменск-Уральский. Там ее ждала 9-летняя дочь Ксении Андреевны Катаргиной, которая еще не до конца понимала, почему ее мама больше никогда не приедет за ней на своей красивой белой машине. Я остался в кабинете один. Передо мной лежали материалы дела, которые теперь начали разрастаться новыми томами. В процессе общения с родственниками и коллегами погибшей передо мной постепенно восстанавливалась полная картина жизни Ксении Андреевны Катаргиной. Она была целеустремленным, сильным человеком. Воспитывала дочь одна, крутилась как могла на своей работе менеджером, стараясь обеспечить ребенку достойное будущее. Ипотека в Верхней Пышме была для нее выстраданным шагом, шансом обрести свой собственный угол. Белая Audi Q5 была ее гордостью, результатом многолетнего честного труда. И именно эта машина стала для нее смертным приговором. Мой аналитический ум продолжал сопоставлять факты. Преступники действовали не спонтанно. Они целенаправленно искали дорогие автомобили, выставленные на продажу одинокими женщинами. Они понимали, что с мужчиной совладать будет гораздо сложнее. А молодая женщина на дорогой машине – идеальная жертва для их циничного плана. Екатерина Меньшикова со своей беременностью была идеальным живым щитом, усыпляющим любую бдительность. Масштаб цинизма этой банды поражал даже меня, повидавшего сотни самых грязных преступлений. Они шли на дело осознанно, понимая, что владелицу автомобиля придется устранить. Продать такую заметную машину, как Audi Q5, без документов и с живым владельцем, который тут же обратится в полицию, было невозможно. Убийство Ксении Андреевны Катаргиной было заложено в их бизнес-план изначально, как сопутствующие расходы. Я сжал кулаки. Мой внутренний хищник требовал продолжения охоты. Мы уже взяли их под стражу. Но теперь нужно было провести детальные допросы Михаила Федоровича и Екатерины Меньшиковой, чтобы разрушить их линии защиты. Они наверняка попытаются выкрутиться, свалить всю вину на трусливого Марата Ахметвалиева или разыграть карту беременности Меньшиковой. Но я не позволю им этого сделать. Я раскалю их до самого основания. Я вызвал Баранова обратно в кабинет. «Олег», – произнес я, когда он закрыл дверь, – «поднимай все материалы по Екатерине Меньшиковой и Михаилу Федоровичу. Завтра утром начинаем допросы с пристрастием. Мы должны вытрясти из них всю правду до последнего слова. Каждый удар ножом, каждое слово, сказанное Ксении Андреевне Катаргиной в тот вечер, должно быть зафиксировано в материалах дела». Баранов молча выразил согласие сухим наклоном головы. В его глазах горел тот же холодный огонь решимости, что и в моих. Мы были готовы довести это расследование до логического финала, чего бы нам это ни стоило. Утро 15 октября 2019 года я встретил в коридоре следственного изолятора. Передо мной стояла задача сломать Екатерину Меньшикову. Ее соучастник Марат Ахметвалиев уже выдал местонахождение тела и подробно описал свою роль. Но без показаний этой женщины и главаря банды Михаила Федоровича дело не имело бы той прочности, чтобы комар носу не подточил, которая необходима для суда. Екатерина Меньшикова сидела в допросной, демонстративно прикрывая руками свой заметно округлившийся живот. Она разыгрывала роль несчастной, запуганной жертвы обстоятельств,
попавший под влияние жестокого сожителя. На ее лице читалась смесь дешевой театральности и холодного расчета. «Вы не имеете права так со мной обращаться», – визгливо заговорила она, как только я сел за стол. «Я беременна. У меня тяжелое состояние. Михаил Федорович меня запугал. Он угрожал убить меня и моего будущего ребенка, если я не помогу ему с этой машиной». Я ничего не знал об убийстве Ксении Андреевны Катаргиной. Я просто стояла рядом. Я смотрел на нее с холодным презрением. Мой цепкий, наметанный взгляд подмечал каждую мелочь. Слишком быстрый пульс на шее, бегающие глаза, отсутствие реального страха в голосе. Лишь желание выкрутиться любой ценой. «Хватит устраивать здесь дешевый театр, Екатерина!» Сухо прервал я ее поток лжи. «Твоя беременность не спасет тебя от статьи 105 части 2 Уголовного кодекса. Мы подняли твою подноготную. Ты ведь у нас профессионалка по части насилия над близкими. Напомнить тебе, как ты вместе со своим сожителем Михаилом Федоровичем похитила собственную мать. Как вы держали ее в заложниках, избивали и вытрясали из нее деньги. Тогда ты тоже была беременной и запуганной». Меньшикова тут же замолчала. Ее челюсть слегка отвисла. Она поняла, что ее биография мне прекрасно известна, и давить на жалость бесполезно. «У нас есть показания Марата Ахметвалиева», – продолжил я давить логикой. Он подробно расписал, как именно вы планировали это преступление. Вы искали дорогую машину, которую продавала именно женщина. Искали жертву, которая не сможет оказать сопротивление. Идея использовать твою беременность как приманку принадлежала тебе или Михаилу Федоровичу? Меньшикова злобно зыркнула на меня. Ее маска жертвы окончательно спала, обнажив истинное лицо. Циничное и безжалостное. «Мы просто хотели заработать», — сквозь зубы процедила она. «Мише срочно нужны были деньги. У Марата Ахметвалиева долги горели. Мы открыли сайт объявлений и нашли эту белую Audi Q5. Ксения Андреевна Катаргина сама согласилась приехать. Я просто позвонила и сказала, что мне тяжело ехать из-за токсикоза. Кто же знал, что она окажется такой доверчивой? И ты сознательно заманил ее на улицу Ташкентскую, понимая, что ее там ждет смерть?» Прижал я ее к столу. «Ты видел, как Михаил Федорович и Марат Ахметвалиев ворвались в салон автомобиля? Как они использовали электрошокер?» «Я стояла на улице и караулила, чтобы никто не зашел в переулок», – буднично ответила Меньшикова. Миша сказал, что они просто припугнут ее, заберут документы и ключи. А потом он начал бить ее ножом. Я видел кровь на сиденье, когда они перетаскивали тело. Но я не убивал ее. Я только помогла продать машину. И для этого ты на следующий день надела ее пальто, взяла ее паспорт и выдала себя за Ксению Андреевну Катаргину перед челябинскими перекупщиками?» – спросил я, показывая ей распечатки кадров с видеозаписи сделки. «Ты уверенно ставила подписи в договоре купли-продажи, зная, что настоящая владелица машины в этот момент лежит на дне грязного канализационного колодца на Уралмаше. Вы продали ее Audi Q5 за 350 тысяч рублей. Стоимость человеческой жизни для вас – 100 с небольшим тысяч на человека». Екатерина Меньшикова отвернулась к стене, демонстрируя полное отсутствие раскаяния. Для нее человеческая жизнь была просто расходным материалом ради получения легких денег. Я закончил протоколировать ее показания. Екатерина Меньшикова фактически признала свое участие в банде и содействие в совершении убийства из корыстных побуждений. Линия защиты о ее неосведомленности была полностью разрушена. Я вышел из допросной и направился в кабинет оперативников, где меня ждал Олег Баранов. «Ну что, шеф?» – спросил Баранов, поднимаясь мне навстречу. «Меньшикова заговорила?» «Заговорила», – ответил я, бросая папку с протоколом на стол. Признала, что выполняла роль приманки и помогала сбывать машину, выдавая себя за Ксению Андреевну Катаргину. Теперь у нас есть полная картина подготовки преступления. Остался самый сложный персонаж – Михаил Федорович. Он сидит во втором кабинете и изображает из себя бывалого авторитета. Пойдем, Олег. Прижмем этого волка окончательно. Мы с Барановым направились во вторую допросную. Предстояла главная психологическая дуэль этого расследования.
Михаил Федорович встретил нас вызывающей ухмылкой. Он сидел на стуле, широко раскинув ноги, демонстрируя полное пренебрежение к закону и следователям. Его холодные пустые глаза рептилии осматривали кабинет в поисках слабых мест. Но я не дал ему времени укрепиться в своей наглости. Я бросил перед ним на стол тяжелую папку с материалами дела. Удар получился громким, заставив Федоровича слегка вздрогнуть. «Ну что, Михаил Федорович?» – жестко начал я, садясь прямо напротив него и буравя его взглядом. «Игры кончились. Твои соучастники, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова, уже сдали тебя со всеми потрохами. Они подробно расписали, кто был организатором, кто наносил ножевые ранения Ксении Андреевне Катаргиной и кто руководил продажей белой Audi Q5 в Челябинске. Ты у нас главный дирижер этого кровавого концерта». Ухмылка медленно сползла с лица Михаила Федоровича. Он сжал челюсти, в его глазах вспыхнул огонек злобы. Этот тип преступников привык доминировать над слабыми, но перед лицом превосходящей силы закона они быстро теряют свою спесь. «Они могут говорить все, что угодно, начальник», — хрипло произнес он. «Навешивают на меня чужие грехи, чтобы свои шкуру спасти. Я пальцем эту девчонку не трогал. Марат Ахметвалиев сам психанул, когда она начала кричать, и схватился за нож. А я просто рядом сидел». «Не пройдет эта версия, Михаил», — холодно осадил я его. «У нас есть результаты биологических экспертиз. На твоей одежде обнаружены следы биоматериала Ксении Андреевны Катаргиной. На ноже, который мы изъяли во время обыска на твоей съемной квартире в Челябинске, также обнаружены микрочастицы ее крови. Ты нанес ей не менее 14 ножевых ранений. Ты лично стягивал ее руки пластиковым хомутом. Ты спланировал это убийство с целью завладения дорогим кроссовером для последующей продажи. Это чистая статья, 105-я, часть 2, пункт Ж и пункт З Уголовного кодекса. Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. И за это ты получишь максимальный срок». Я навалился грудью на стол, приблизив свое лицо к его лицу так близко, что он мог чувствовать мое дыхание. «Рассказывай, как все было, Михаил. Покажи, что в тебе осталось хоть что-то человеческое, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Как вы наносили удары? Почему колодец на улице Ташкентской?» Михаил Федорович долго молчал. Его пальцы нервно постукивали по колену. Наконец он глубоко вздохнул. Его плечи слегка опустились. Он понял, что доказательная база безупречна, и отпираться дальше значит лишь ухудшать свое положение перед судом. «Ладно, начальник», — глухо заговорил он, глядя в стол. «Твоя взяла. Спорить с экспертизой глупо. Идея с машиной была общей. Нам нужны были деньги, чтобы закрыть долги и уехать из области. Екатерину Меньшикову использовали как приманку. Она позвонила Ксении Андреевне Катаргиной, разыграла беременную покупательницу. Когда белая Audi Q5 приехала в частный сектор на Уралмаше, мы с Маратом Ахметвалиевым подошли к машине. Екатерина Меньшикова осталась на улице. Он сделал короткую паузу, облизнув сухие губы. Я не перебивал его, фиксируя каждое слово. «Мы сели в салон под видом осмотра», — продолжил Федорович. «Я сразу применил электрошокер, чтобы она не могла кричать. Но Ксения Андреевна Катаргина оказалась не из пугливых. Она начала активно сопротивляться, вырываться, пыталась нажать на сигнал. Тогда я приказал Марату Ахметвалиеву связать ей руки пластиковым хомутом, который мы приготовили заранее. Но она все равно не унималась, кричала, что у нее ребенок, умоляла отпустить ее. Я испугался, что прохожие услышат. Достал нож и начал бить. Бил быстро, куда попадал, в грудь, в бока. Она затихла почти сразу. «А дальше?» – жестко спросил я. «Дальше мы перетащили тело на заднее сиденье, накрыли курткой, чтобы с улицы не было видно крови. За руль сел Марат Ахметвалиев. Мы поехали искать место, где можно спрятать тело. Мы заранее сняли дом на улице Ташкентской и присмотрели там канализационный колодец для сокрытия следов. Остановились рядом с этим домом.
Мы с Маратом Ахметвалиевым сдвинули тяжелую чугунную крышку люка и сбросили тело Ксении Андреевны Каторгиной вниз, в грязную воду. Крышку вернули на место, присыпали грязью и листьями, чтобы не привлекать внимания. «И после этого вы спокойно поехали в Челябинск продавать ее машину?» – спросил Олег Баранов, не скрывая брезгливости. «Да», – без тени смущения ответил Федорович. На следующий день Екатерина Меньшикова переоделась в ее пальто, взяла ее документы, и мы пошли к перекупщикам. Продали машину за 350 тысяч рублей. Мы думали, что тело найдут не скоро, а к тому времени мы уже успеем раствориться. Но перекупщики оказались слишком трусливыми. Сдали нас сразу, как только увидели ориентировки в интернете. Я медленно поднялся со своего места. Психологическая дуэль была выиграна. Главарь банды полностью признал свою вину под тяжестью собранных улик. Его циничный рассказ подтвердил все наши предположения. Преступники действовали расчетливо, без капли сострадания к своей жертве. Для них Ксения Андреевна Каторгина была лишь препятствием на пути к легким деньгам, которые они безжалостно устранили. «Оформи протокол, Олег», – распорядился я, обращаясь к Баранову. «Завтра проведем проверку показаний на месте преступления с участием всех 3 подозреваемых. Дело практически раскрыто. Осталось подготовить обвинительные заключения и передать материалы в прокуратуру для направления в суд». Я вышел из допросных в прохладный коридор отдела. В висках стучала кровь. Но это было приятное чувство выполненного долга. Мой внутренний хищник завершил эту охоту. Мы загнали волков в угол, и теперь их ждала суровая и справедливая кара закона. Лето 2021 года в Екатеринбурге выдалось на редкость жарким. В зале Свердловского областного суда было душно, несмотря на открытые настежь окна. Я стоял в глубине зала, опершись плечом о прохладную стену, и наблюдал за финалом этого затянувшегося уголовного процесса. За моей спиной лежали почти 2 года изнурительной следственной работы, десятки экспертиз, сотни допросов и тома юридических документов. И теперь наступал момент истины. В стеклянном вольере для подсудимых сидели 3. Они заметно изменились за время, проведенное в следственном изоляторе. Михаил Федорович лишился своего наглого взгляда. Его лицо осунулось, глаза выражали тупое, покорное ожидание судьбы. Екатерина Меньшикова сидела рядом, опустив голову. Ребенка она родила в условиях тюремной больницы, но это никак не облегчило ее участь перед законом. Марат Ахметвалиев тихо молился, сжав руки перед грудью, надеясь на снисхождение суда за свое активное сотрудничество со следствием. Судья монотонным, но четким голосом зачитывал приговор. Каждое слово отдавалось в тишине зала судебных заседаний тяжелым ударом молота. Суд постановил признать подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105, частью 2, пунктами Ж, З Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговоры были суровыми, но абсолютно справедливыми. Михаил Федорович получил 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Причем первые 5 лет ему предстояло провести в тюрьме, самой жесткой форме изоляции от общества. Марат Ахметвалиев был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, причем первые 5 лет ему также предстояло провести в тюрьме. Екатерина Меньшикова получила 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд обязал осужденных выплатить матери погибшей компенсацию морального вреда. Михаила Федоровича и Марата Ахметвалиева по 2 миллиона рублей с каждого, а Екатерину Меньшикову – 1,5 миллиона рублей. Всего 5,5 миллионов рублей. Конечно, эти деньги никогда не вернут матери ее дочь, а маленькой девочке ее маму. Но это была та материальная оценка зла, которую закон мог наложить на этих тварей. Я смотрел на осужденных, чувствуя холодное удовлетворение. Мой внутренний хищник мог окончательно успокоиться. Мы довели это дело до логического финала. Ни один из убийц не ушел от заслуженного наказания. Справедливость восторжествовала. Насколько это вообще возможно в нашем несовершенном мире?
После окончания заседания я вышел на крыльцо здания суда. Горячий летний воздух ударил мне в лицо. Вокруг шумел мегаполис. Люди спешили по своим делам, даже не подозревая о том, какая драма только что завершилась в этих стенах. Ко мне подошел Олег Баранов. Он выглядел уставшим, но на его лице впервые за долгое время появилась легкая, спокойная улыбка. «Все кончено, шеф», – негромко произнес он, протягивая мне руку для рукопожатия. «Мы сделали это. Волки получили свои сроки». «Да, Олег», – согласился я, пожимая его крепкую ладонь. «Мы выполнили свою работу до конца. Теперь они надолго забудут о свободе». В этом деле был еще один важный человеческий эпилог, о котором я не мог не думать. Ипотеку за квартиру в Верхней Пышме, которую взяла погибшая Ксения Андреевна Катаргина и из-за которой она решилась на продажу автомобиля, полностью закрыл известный уральский меценат Игорь Алтушкин, глава русской медной компании. Благодаря его благородному поступку у 9-летней дочери Ксении Андреевны Катаргиной остался свой собственный дом, где она сможет спокойно расти под присмотром бабушки и дедушки, не думая о долгах перед банком. Это доказало, что в мире, помимо безжалостных хищников вроде Михаила Федоровича, есть много добрых, сильных людей, готовых прийти на помощь в самую трудную минуту. Я сел в свой служебный автомобиль и завел двигатель. Впереди меня ждали новые папки с материалами дел, новые вызовы и новые психологические дуэли. Моя жизнь продолжалась в привычном ритме постоянной борьбы с преступностью. Но расследование убийства Ксении Андреевны Катаргиной навсегда останется в моей памяти как один из самых ярких примеров того, как сплоченная работа честных оперативников и следователей способна сломать хребет любому, даже самому безжалостному криминальному злу. Я нажал на педаль газа, и машина плавно влилась в плотный поток городского транспорта Екатеринбурга. Охота была завершена.